Если ты когда-нибудь пытался разобраться в испанских прошедших временах и думал, ну все, у меня взорвался мозг, то ты не один. Сегодня я объясню тебе все так, чтобы даже понял это ребенок. Обещаю, станет проще, гораздо проще. И в конце этого видео ты 100% скажешь «Ahora sí que lo entiendo». Привет, я Наталья, я живу в Барселоне уже много-много лет и помогаю людям переехать, обосноваться, а также адаптироваться в Испании. На моих индивидуальных уроках испанского языка я заметила одну любопытную закономерность. Как только мы изучаем претерито перфекто, ученики говорят: «О, как легко!» С индефинидо практически такая же ситуация, довольно все сразу становится понятным. Но как только мы начинаем смешивать все эти времена в разговоре, особенно если добавляем имперфекто, то все, ступор. И я уже вообще молчу про плюсквамперфекто. Будто бы мы ничего не учили на уроках, ничего не проходили, все смешалось. Приходится заново разбирать некоторые важные моменты. Сегодня моя задача состоит в том, чтобы объяснить вам эти важные моменты, разницу во всех этих прошедших временах простым языком, чтобы вам стало наглядно и понятно, с примерами из жизни. И обязательно без занудства. Оставайтесь до самого конца, в конце видео для вас будет небольшая шпаргалка по всем этим временам. Для большей наглядности я проведу прямую. Представим, что эта линия – это наша с вами жизнь. В ней есть настоящее, прошедшее и прекрасное будущее, которое нас с вами ждет. Начнем с самого часто используемого времени в испанском языке – это претерито перфекто. Мы используем это время, чтобы рассказать о событиях, которые случились с нами совершенно недавно. Или каким-то образом связаны с нашим сегодня. Представим, что в нашем сегодня есть сейчас, то есть настоящее, будущее и прошедшее. Допустим, что сейчас 6 вечера. И это будет наше настоящее. До того, как вы пойдете спать, произойдут еще события, и это будет вашим будущим. То есть произойдут еще другие события. Но именно до этого момента, до 6 вечера, у вас произошли какие-то другие события на протяжении всего дня, и которые являются уже прошедшими. Сегодня утром вы проспали и встали поздно. Соответственно, вы опоздали на работу. Это другое прошедшее событие, которое тоже случилось сегодня. Затем вы пообедали с вашей подругой Мартой в ресторане. Это еще одно событие. И представьте, что именно в этот момент вы сейчас говорите с вашей подругой либо другом по телефону и рассказываете о всех ваших событиях, которые произошли в течение дня. Ведь правда вы будете говорить об этих событиях в прошедшем времени. Правда? Так вот, в испанском все точно так же. He comido con Marta. Я поела с Мартой. То есть сегодня я пообедала со своей подругой в ресторане. Это событие произошло в обед. А сейчас уже вечер. Давайте теперь посмотрим на этот график. Представим, что вы приехали в отпуск в Барселону. Пусть это будет длительный отпуск, и вы проведете в Испании какое-то время. Так вот, говоря с друзьями об этом отпуске, рассказывая им о событиях, которые случились с вами во время этого отпуска, вы как раз будете использовать прошедшее время. Но это время, которое очень близко к настоящему. То есть это как обсуждать сегодня. Только в данной ситуации вместо сегодня ваше настоящее состоит из более продолжительного времени. Это может быть в эти дни, в этом месяце, даже в этом году. Теперь индефинидо. Испанцы используют его, когда хотят закрыть тему. Четкий факт, когда это было, когда случилось событие, и больше не открывают этот вопрос. Смотрим опять на нашу линию жизни. Вот наше настоящее. А эти отсечки – это события, которые произошли с нами до этого момента. Самый наглядный пример – это наше рождение. Мы рождаемся всего один раз в жизни. Не будем говорить сейчас об реинкарнации, кому это интересно, можете поднять эту тему в комментариях. Но это событие закончилось, оно случилось всего один раз в нашей жизни и больше не повторялось.
Поэтому про данное событие мы говорим именно в этом прошедшем времени. Точно так же и другие события нашей жизни, которые происходили с нами. Например, первый день рождения, первый зуб, первый класс, институт, первая любовь и так далее. Все эти надсечки являются законченными событиями. Они не повторяются и никакого отношения к настоящему не имеют. Помните наш пример про обед с Мартой? Comí con Marta el lunes pasado. Я поела с Мартой в прошлый понедельник. Это как фото в альбоме. Все, событие закончилось. А теперь волшебный имперфекто, мой любимый. Он о том, что было на фоне других событий. Что происходило, что повторялось, какие привычки были, какие действия происходили. Часто мы делимся с друзьями нашими воспоминаниями. Эти воспоминания часто описывают длительные события либо моменты из нашей жизни. Это как минутки ностальгии. Представим, что вы делитесь вашими самыми первыми воспоминаниями об этой жизни. Рассказывайте, каким было ваше детство. Так вот, детство – это длительный промежуток вашей жизни. Он занимал несколько лет. Поэтому для таких длительных моментов как раз мы используем в испанском языке прошедшее время под названием imperfecto. Cuando era niña, comía galletas con mi abuela. Когда я была девочкой, то есть ребенком, либо еще маленькой, я ела печенюшки со своей бабушкой. И, наконец, время для прошедшего времени. Это, пожалуй, самое редкое время, которое мы используем в нашей повседневной жизни в Испании. Оно также является самым непонятным для многих учеников испанского языка. Его мы используем, когда уже что-то случилось до того момента, о котором мы рассказываем. Вспоминаем ситуацию обеда с Мартой. Представим, что до обеда с ней вам нужно было сделать один очень важный звонок. Так вот, описывая ту ситуацию, мы как раз будем использовать pluscuamperfecto. Le había llamado antes de irme a comer con Marta. Я позвонила ему перед тем, как пойти обедать с Мартой. Это случилось до того, как произошло другое событие, на котором мы тоже делаем акцент. Давайте теперь на примере другой ситуации, которая наверняка случилась с каждым. Представьте, что вы договорились встретиться с другом, а он еще не приехал, и вы звоните ему и говорите: «Ты где? Я-то жду тебя, я-то думал, что ты уже приехал». «Dónde estás? Pensé que habías llegado ya». И тут вы, как правило, начинаете путаться, какой глагол, какое время, что говорить. Все, ступор. Но если ты понимаешь, что и когда произошло, вспоминай линию, которую я тебе рисовала. Все сразу становится на свои места, и вы начинаете понимать полную картину. Вот вам еще один лайфхак из жизни. Говоря о прошедшем времени, мы очень часто смешиваем длительные события с короткими. Так вот, мы можем рассказывать, когда я была маленькая, а мы понимаем, что это длительное событие, и вы понимаете, что мы его говорим в imperfecto. С нами могли случиться другие короткие события. Первый зуб, первый класс, первая драка и так далее. И эти события мы говорим в indefinido. Так вот, запомни, perfecto – это про сегодня. Indefinido – это когда конкретно и давно. Imperfecto – это когда длительный процесс, либо привычка. А pluscuamperfecto – это до другого события в прошлом. Если хочешь практиковать это в живой речи, записывайся на мои индивидуальные уроки. Как со мной связаться, ты видишь сейчас на экране, а также я оставлю эту информацию под видео в описании. И перед тем, как закончить, напиши в комментариях, какое из этих прошедших времен тебе дается сложнее всего. Либо же напиши на испанском ту фразу, которая у тебя вызывает трудности, или ты не знаешь, как правильно сказать. Я помогу исправить. И если ты хочешь поддержать канал, я буду очень рада вашим донатам. И если ты еще не подписан, обязательно нажми подписаться и поставь лайк этому видео. На этом канале полезные видео выходят каждый вторник по пятницам. Вы получаете новые shorts с полезными фразами и словами испанского языка, а также я делюсь интересной информацией, нюансами, новостями об Испании. Это кладезь бесплатной информации. Подписывайтесь, я буду рада вашим подпискам, а также благодарю за комментарии, репосты и ваши донаты. А на сегодня это все. До скорого на этом канале. Я прощаюсь с вами. Nos vemos pronto.